Всем привет, с вами канал История, Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Гродно. Гродно – город в Беларуси, административный центр Гродненской области, а также Гродненского района, в состав которого город не входит. Город расположен в западной части области, вблизи границы с Польшей и Литвой. Герб Гродно является официальным символом города. Современный герб был утвержден 1 октября 1994 года. Герб зарегистрирован в гербовом матрикуле Республики Беларусь 15 июля 1994 года под номером 3. Герб Гродно представляет собой барочный щит, в голубом поле которого олень Святого Губерта, с золотым крестом между рогами. Согласно историческим данным, Гродно одним из первых на территории Беларуси получил магдебургское право. Не полное в 1391 году, а уже в 1444 году полное, по привилею великого князя литовского Казимира IV Ягеллончика. Королева Бона, супруга короля польского Сигизмунда I Старого, в 1540 году при подтверждении магдебургского права распорядилась употреблять печать с гербом, по образцу с аналогичным символом самоуправления города Люблина. Таким образом, на гродненской печати должен был изображаться стоящий на задних ногах козел, тянущийся за виноградной лозой. До наших дней дошли изображения гродненского городского герба на печатях магистрата, датированные 1565 годом и более поздним временем. На них запечатлен скачущий олень с золотым крестом между рогов, так называемый олень Святого Губерта. Сегодня это официальный символ Гродно. Ограда, через которую перескакивает олень, передает название города – Городень, этимологию которого выводят либо от глаголов «городить» – «ограждать», либо из названия притока Немана – речки Городницы. У слияния этих рек на крутом, труднодоступном холме, известном сегодня как Замковая гора, возник Городень. Центральная фигура герба – олень с золотым крестом между рогами – непременный атрибут Святого Губерта, почитаемого горожанами в средние века как покровителя охотников. Святой Губерт – это католический святой. Он некоторое время жил при дворе франкского короля Теодориха III, потом при дворе Пипина, откуда его прогнали за разгульный образ жизни. А вскоре он стал епископом Льежа. Об этой чудесной метаморфозе повествует легенда. Будучи страстным охотником, Губерт однажды увидел оленя, сияющим крестом между рогами, гордо стоявшего среди деревьев. Изумленный этим видением, он раздал все свое имущество бедным и, более того, сделал духовную карьеру. После смерти в 727 году Губерта возвели в ранг святых. На Западе святой Губерт со средневекового времени почитается как покровитель охоты и животных, особенно собак. С X века праздник в честь этого святого отмечается 3 ноября. Таким образом, святой Губерт, с одной стороны, почитался горожанами Гродно как пример нравственного самоусовершенствования, с другой, как покровитель охотников, так как охота в древнем Гродно долгое время была едва ли не основным видом деятельности. Рядом с городом располагались богатые охотничьи угодья Беловежской и Гродненской пущи. И основная роль в питании обитателей крепости принадлежала мясу диких животных. Охота велась в основном на крупного мясного зверя, который изобиловал в то время в окрестностях Гродно. Причем характерно, что основным промысловым зверем был благородный олень. Олень сам по себе символизирующий свободолюбие, благородство, изящество, в религиозно-мифологическом культе олень солнца отражает поклонение человека природе. В христианской символике олень с крестом между рогами олицетворяет символ души, человека, города, природы. После присоединения города к Российской империи в 1795 году в результате Третьего раздела Речи Посполитой 6 апреля 1845 года был утвержден новый герб губернского города Гродно с изображением зубра на красном фоне. В 1878 году официальным символом Гродненской губернии стал также золотой зубр, увенчанный императорской короной и обрамленный дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой. Итак, что касается символизма герба, то белый цвет в геральдике олицетворяет чистоту помыслов. Синий цвет символизирует красоту и величие. Олень с крестом называют также олень Святого Губерта.
Святой Губерт является покровителем-охотником. Плетень-городень является аллюрным элементом. Ранее Гродно имело название Городень, Городно, Городня. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!